Всем здравствуйте! Сегодня обзор такой большой невзрачной коробки, в которой находится коммутатор под названием UTEPA UTP-3 GSW2404S MTP250. Такое сложное название. Но с него, наверное, понятно, что здесь будет 24 порта LAN, 4 порта SFP и 250 это мощность 250 Вт. Приступим к нашей комплектации, рассмотрим ее. Значит, в комплекте нашего коммутатора идет шнур питания, крепление специальное для установки коммутатора в стойку серверную 19-дюймовую, стандартная обычная, и ножки для установки коммутатора на стол или на какую-то горизонтальную поверхность. Инструкция очень-очень маленькая, но вроде понятно. Здесь написано, что как подключать, какой IP-адрес. Поэтому ничего нового здесь вы не найдете. И сам коммутатор. Вот наш утеповский коммутатор. Что мы на нем видим? 24 порта с питанием POE. Как я уже говорил, максимальная мощность по каждому порту, точнее, как я уже говорил, максимальная мощность на все порты POE 250 Вт. То есть 10 Вт на каждый порт в принципе потянет большинство видеокамер POE-ских. Консольный разъем для настройки, 4 порта для SFP. Заметьте, без модулей. Модули вам придется покупать дополнительно, приобретать. И световая индикация каждого порта, медного и оптического, и индикация питания включения. Внизу наша маркировка, серийный номер. Тут же написан IP-шник 192.168.1.200 дефолтный. И также логин и пароль админ-админ. По бокам мы видим перфорацию для вентиляции с одной и с другой стороны. То есть по нему видно, что при наличии подключений множественных к этому коммутатору в нем внутри будет жарко. И сзади земля и обычный разъем компьютерный 220 вольт. То есть вот так вот все просто, легко, и ничего тут такого серьезного нету. Обычный коммутатор. Разбирать его не будем, то есть тут стандартные сетевые платы, блок питания по центру, который занимает общую массу всего этого коммутатора. И на этом больше ничего нету. Давайте лучше перейдем к интерфейсу данного коммутатора сетевого и посмотрим, как его настраивать через браузер. Что касается настройки нашего коммутатора, вводим IP-адрес 192.168.1.200 и сразу попадаем на такой вот интерфейс. Вот. Здесь мы можем сразу выбрать язык, который нас интересует: китайский, английский. Отличный выбор. Сразу переходим в Advanced Settings. Здесь мы сразу выставляем наше время нормальное, часовой пояс +2 от Гринвича. В этом меню уже можно поменять язык на русский, хотя перевод оставляет же от лучшего. Две кнопки обновить, одна кнопка сохранить. Ну, ничего страшного. System Management. Первый наш IP-адрес. Можем поменять на какой-нибудь другой IP-адрес. Сохранить его. Например, 1.11. И уже наш коммутатор будет доступен по новому адресу. Здесь же можем поменять логин и пароль. Поменяем наш дефолтный админ на какой-нибудь более сложный. И нас ждет небольшой такой нежданчик. Наш новый пароль не сохранился. Наш старый пароль также уже нас не пускает. Поэтому мы сбрасываем на заводские настройки наш коммутатор. Кнопочка такая для скрепки находится около консольного порта. И пытаемся зайти на него дальше по дефолтному адресу.
В общем, интересная штука. Мы ввели новый пароль, и он нас никуда не пустил. Скорее всего, здесь у нас такой фокус не получится, поэтому работайте под админом. Информационная безопасность ваша, все я вам скажу. Так, что мы здесь видим? Наш IP-адрес, наш MAC-адрес, наши порты. Вот включен мой ноутбук. Здесь мы в этих настройках видим все то же самое. Настройки времени. Дальше. Port Setting, настройки порта. Здесь мы можем увидеть, какие у нас порт, какая скорость подключена на каждом порту. Поставить здесь полудуплекс или полный дуплекс. Speed лимит. Лимит по скорости можем установить здесь. Не будем издеваться над нашими пользователями и камерами. Настройки POE. Вот тоже такая небольшая вкладочка. В этом коммутаторе каждый порт автоматически определяет устройство, потребляет POE или не потребляет. Поэтому можете без зрения совести включать в ваши компьютеры, ноутбуки. Ничего он сгореть или спалить не должен. Но здесь же, когда вы подключите какую-то камеру или какое-то устройство, мы сможем увидеть потребляемую мощность и оставшийся лимит. Всего лимит у нас 230 Вт. Хотя по маркировке говорит у нас 250 Вт. То есть тут они уже ужались. Расписание работы POE. Это, скорее всего, нужно для того, чтобы некоторые камеры, когда наступает темное время суток, включать большую мощность для работы ИК-подсветки. Настройки VLAN, виртуальных портов. Здесь не будем внимания заострять. Так же, как и настройки QoS. То есть это стандартный набор для каждого коммутатора. Port Security, Network Management. То есть мы сможем настроить какое-то зеркало, можем настроить DHCP. То есть данный у нас коммутатор может быть DHCP сервером и раздавать какие-то IP-адреса по сторонним устройствам. Здесь статистика, полученные, отданные пакеты по каждому порту, которые мы там можем обновить и посмотреть. Таблица MAC-адресов. То есть сейчас мы видим только мой компьютер, этот MAC-адрес. И управление системой, IP-адрес, User Management, наше логирование всех наших событий. Дальше тут есть у нас файловый сервер, чтобы бэкапить конфигурацию или восстанавливать ее. Также обновлять прошивку. И возможность работы по этому коммутатору с помощью HTTP протокола или HTTPS. То есть сейчас стоит у нас HTTP. То есть поставим HTTPS, и уже браузер не каждый будет читать и заходить в этот коммутатор. Вот, на этом все. Коммутатор такой очень простой, легкий, бюджетный, опять же. Но, возможно, вы столкнетесь, что некоторые настройки у вас как класс работать не будут. То есть мы не будем долго разбираться, почему не получился логин и пароль поставить. Вот, поэтому, может, у вас получится все и лучше. На этом спасибо за внимание. До свидания.